Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Дубинина Ольга, и вы на моем канале о вязании. Сегодня хочу показать вам вот эту красоту. Это итальянская бобинная пряжа, которую я купила в моем любимом интернет-магазине Filata Brava. Этот магазин находится в городе Пенза. Ссылку на него вы можете найти в инфобоксе. Я покажу вам свою пряжу и расскажу немного об ее свойствах не для того, чтобы вы покупали именно эту пряжу, а для того, чтобы помочь вам разобраться во всем многообразии итальянской бобинной пряжи. И далее, по мере появления у меня той или иной пряжи, буду рассказывать вам о тех составах, о которых еще не говорила ранее. Вся пряжа, которую я вам сегодня покажу, это подарок моего мужа на 8 марта. А 7 марта у нас была годовщина, круглая дата. Первое, что я хочу вам показать, это вот такая вот бобинная итальянская пряжа Super Gelong. Здесь в 100 граммах 1500 метров. Я уже начала перематывать в несколько сложений эту пряжу. У меня получились вот такие вот моточки. Здесь у меня в 2 сложения моточек. Пряжа темно-синего классического цвета. Это классическая шерсть мериноса. После ВТО очень хорошо раскрывается, пушится и разбухает. Давайте посмотрим на образец. Вот посмотрите, все неровности разгладились после ВТО. Появился легкий пушок. Пряжа очень хорошо раскрылась. Что же означает Super Gelong? Это итальянская шерстяная пряжа с использованием высококачественной австралийской мериносовой шерсти. Она легкая и абсолютно не колючая. Geelong – это город в Австралии. В окрестностях этого города выращивается порода овец, шерсть которых считается одной из самых лучших в мире. Шерсть, полученная с первого острига ягнят из района Geelong, носит имя Super Gelong. Шерсть Geelong часто характеризуют как самую мягкую овечью шерсть в мире. Ее получают из особого вида мериноса. Пряжу Super Gelong очень часто сравнивают с кашемиром по ее мягкости и теплопроводимости. Волокна этой пряжи Super Gelong короче, чем у чесаного мериноса, и поэтому их придут совершенно иным образом. Для этого шерсть укладывают крест-накрест. Цель придать нити свойство удерживать воздух, чтобы позволить полотну быть более теплым, объемным и мягким. Super Gelong не производит статического электричества. Пряжа Super Gelong считается самой изысканной разновидностью овечьей шерсти, и она, пожалуй, уступает только кашемиру. Многие дизайнеры сейчас работают с Super Gelong и создают из него современную одежду. Следующая пряжа, которую я вам хочу показать, это вот такая вот замечательная пряжа василькового цвета. Артикул Персифаль. Когда-то в одном из своих видео я вам показывала пряжу Персифаль, но там у меня была пряжа сиреневого цвета. Она мне очень понравилась, поэтому я решила купить еще вот такую вот васильковую. Здесь в 100 граммах 500 метров. Я уже перемотала эту пряжу вот в такой вот моток. В состав этой пряжи входит 90% мериноса Extra Fine и 10% кашемира. Мягчайшая пряжа подходит даже самым нежным неженкам. Отличный вариант для многих изделий. И я вам скажу, что она подходит даже для самых маленьких деток. Вот так выглядит эта пряжа в образце. Здесь образец у меня связан в 2 нити. Меринос с маркировкой Extra Fine. Это тончайшая шерсть, очень мягкая. Шерсть австралийских тонкорунных мериносовых овец. В переводе с английского Extra Fine означает
Особенно тонкая пряжа состригается с холки ягнят. Эта пряжа считается эталоном качества, поэтому эту пряжу можно применять и рекомендуют для вязания детских вещей, в том числе для новорожденных. Изделия, связанные из этой пряжи, всегда хорошо держат форму, всегда приятны к телу, не вызывают зуда и раздражения. На примере этой шапки, которую я связала из пряжи персифаль сиреневого цвета, хочу показать вам, как ведет себя пряжа в изделии. Эту шапку я связала прошлой осенью, носила практически всю зиму. И вот посмотрите, как сейчас выглядит эта шапка. Нет никаких катышков. Шапка очень хорошо держит свою форму. Основа узора этой шапки резинка 2 на 2. Следующая пряжа, которую я хотела бы вам показать, это вот такая вот замечательная, мягкая очень пряжа светло-серого цвета. Здесь в 100 граммах 350 метров. В состав этой пряжи входит 17% шерсти мериноса, 46% суперкид-мохера и 37% полиакрила. Любая вещь, связанная из этой пряжи, будет смотреться идеально. Что же означает маркировка суперкид-мохер? В переводе с английского кид означает ребенок. Это волокно, которое получают от козлят в возрасте до полугода, при первой в жизни стрижке. Это тонкое и мягкое волокно, хотя и с меньшим блеском, чем у взрослых животных. Суперкид – это лучшие партии кид-мохера. Самое тонкое, самое нежное волокно, шелковистое, роскошное на ощупь, производится в очень небольших количествах. Это образец, связанный из этой пряжи в одну нить. Очень приятная и мягкая на ощупь, легкая и воздушная. Следующая пряжа, которую я хочу вам показать, это вот такая вот замечательная стопроцентная мериносовая гребенная шерсть. Цвет натуральный, неокрашенной шерсти. Я уже перемотала вот такие моточки в 2 нити. Применение у этой пряжи универсальное, хорошо держит араны, в ажурах легкая, воздушная, подойдет как детям, так и взрослым. Вот в этом образце сначала я вязала из этой пряжи в 1 нить, а вот здесь в 2 нити. Как я уже сказала, очень-очень мягкая на ощупь пряжа, совершенно не колючая. Вот так она выглядит. Что же такое гребенная пряжа? Гребенная пряжа состоит из длинных волокон, которые хорошо вычесаны широкими гребнями. Отсюда и название. Нить ровная, тонкая, но достаточно прочная. Вязаное полотно получается мягким, гладким, струящимся, без утолщения и пушка. Гребенная пряжа считается наиболее обработанной, а именно из нее создают люксовый трикотаж. И здесь следует отметить, что гребенной может быть не только шерсть мериноса, но и пряжа с другого сырья, в том числе из льна и хлопка. Пряжа хорошо держит узоры, косы, араны, прекрасно ведет себя в ажурах. Следующая ниточка, которую хочу показать, это стопроцентная мериносовая шерсть от известного итальянского производителя Linea IPU. Это артикул Пуффи. Здесь в 100 граммах 600 метров. Вот такие моточки я перемотала. Посмотрите, такая ниточка. Цвет этой пряжи темно-серый меланж. Вот посмотрите, как выглядит образец из этой пряжи. Здесь у меня образец связан в 2 нити. После ВТО появился пушок. Пряжа хорошо раскрылась. Достаточно хорошо держит резинку. Мне очень понравилась пряжа. Очень-очень мягкая, воздушная, легкая. Следующая пряжа, которую я хочу показать вам, это вот такая замечательная пряжа секционного окрашивания.
цвет мультиколор. Здесь желтый, серый, розовый. Я смотала моточек в 2 нити, так как в 100 граммах этой пряжи 650 метров. Ниточка достаточно тонкая. В составе этой пряжи 70% мериносовой шерсти и 30% кашемира. Как в образце, так и в мотке пряжа очень мягкая. По тактильным ощущениям и внешнему виду очень похожа на стопроцентный кашемир. Вот так выглядит образец, связанный в 2 нити. А вот здесь у меня образец связан в 1 нить. Следующая пряжа, которую я хочу вам показать, это вот такая вот замечательная, очень мягкая пряжа серо-голубого цвета. Но я не знаю, сейчас, наверное, не очень хорошо видно на камеру, что это именно серо-голубой цвет. Я бы сказала, даже это цвет джинс. Здесь в составе этой пряжи 80% бамбука и 20% кашемира. В 100 граммах здесь 450 метров. Мне очень понравился образец, который я связала из этой пряжи. Образец связан в 2 нити. Пряжа очень мягкая. Отличный вариант для вязания каких-то демисезонных вещей. Бамбук – это по сути разновидность вискозы, только изготовленная из древесного бамбука, а не из сосны, как в случае вискозы. Бамбуковое волокно прочное, износостойкое, прочнее хлопка, блестящее, как шелк. Ну а кашемир – это гребенная пряжа, которая состоит из шерсти и пуха, то есть подшерстка кашемировых горных коз, обитающих в северных регионах Индии, Китая, Непала, Пакистана, Монголии. На сегодня это вся пряжа, которую я хотела вам показать. Буду очень рада, если это видео оказалось для вас полезным. Спасибо за внимание. До новых встреч!